Весенние цветы цикламен. Эти цветы начинают цвести еще под снегом, и именно с них мы и начинаем серию весенних зарисовок, весенних миниатюр. И первые цветы у нас цикламен. Рисуем на очень маленьком формате. Начинаем с сиреневого цвета, работаем с сиреневым цветом. Сначала наводим его достаточно прозрачный оттенок. Работаем кистью среднего размера. У нас на кисти достаточно влаги, чтобы мазок хорошо растекался, распространялся по бумаге, но в то же время не с избытком, чтобы мазок не растекался слишком. Основной мазок кисти, которым мы работаем, у нас в виде капли. Мы начинаем движение с кончика кисти и затем в процессе движения прижимаем кисть к пяточке. Можно выполнять этот мазок единично, то есть в один мазок выполняем и рисуем лепесток, а можно делать двойной мазок и таким образом изображать лепесток. Первые лепестки мы нарисовали светлым оттенком. Теперь возьмем более темный оттенок и добавим в него фиолетового, чтобы у нас между лепестками была разница, чтобы какие-то лепестки вышли на первый план, а какие-то были на заднем плане, чтобы у нас появился такой объем и динамика в нашей композиции. Мазок тот же самый, как я говорила, либо одинарный, либо двойной от кончика кисти к прижатию кисти к пяточке. Рисуем мы по 5 лепестков максимум для цветка цикламен. Но не забываем, что у нас цветки должны изображаться в разных ракурсах. И также рисуем несколько бутонов. По тому же принципу начинаем с кончика, более прижимаем, но опять переводим к кончику. В один мазок делаем бутон или двойным мазком. Затем мы берем темно-коричневый цвет и смешиваем его с сиреневым. Можно добавить также немного фиолетового и получаем такой интересный коричневый цвет. Им мы делаем внизу под лепестками, где они стремятся к центру, полуовал или же овал, в зависимости от ракурса цветка. Рисуем мы его кончиком кисти тонкой линией. И затем в середине этого овала кончиком кисти мы прижимаем кончик кисти и делаем вот такой вот интересный, рисуем очень интересную часть цветка, которую, к сожалению, не знаю, как называется. И тем же цветом мы около того овала, который нарисовали, мы сверху над ним проставляем несколько точек с интервалами, с пробелами, которыми мы потом тоже заполним, но уже другим цветом. Работаем кончиком кисти. Оставляем маленькие точки, влаги на кисти должно быть в этот момент по минимуму. И затем этим же цветом мы подрисуем цветоложе бутоном. С одной стороны оставляем отпечаток кончика кисти и с другой стороны. И получаем такой двойной мазок, который соединяется, и им обрамляем бутоны. Теперь рисуем стебли, ножки цветкам. Ножки у цикламена достаточно упругие, но и очень тонкие при этом. И также несколько ростков, таких с завитыми спиралями мы нарисуем. Что из себя представляет в данном случае мазок кисти? Это линия от точки до точки. В данный момент линии у нас тонкие, и для тонких линий мы оказываем меньшее давление на кисть, а для более толстой линии большее давление на кисть. В данном случае мы должны в начале движения зафиксировать себя точкой на кончике кисти и затем сделать уверенную линию, привести ее к другой точке. Как вы видите, некоторые стебли, они совсем прямые, а какие-то и более загнутые, когда начинаются от основания цветка. И, как я говорила, мы рисуем в некоторых местах, начиная наш мазок со спирали, то есть мы фиксируем себя точкой и затем наращиваем вокруг этой точки такую спираль с отступом, и затем делаем линию, которая стремится к тому месту, где начинается
цветок, откуда он произрастает. Можно нарисовать вот эти проростки, ростки перед листьями, а можно после листьев. Листья мы используем два цвета, два оттенка зеленого. Холодный зеленый изумрудный и темный зеленый мы смешиваем вместе и получаем нужный оттенок. Можно его сделать либо более темнее, либо более светлее. И начинаем изображать листья цветка. Каким мазком мы это делаем? В основном мы прижимаем кисть от кончика до пяточки и делаем отпечаток, и затем этот отпечаток и тащим и распространяем во все стороны, заполняя необходимое пространство и создавая необходимую форму. В данный момент влаги на кисти должно быть достаточно, чтобы краска хорошо растекалась и распространялась по бумаге, но в тот же момент и не очень много, чтобы очертания самого объекта, который мы рисуем, не слишком растекались по бумаге. У меня рисовая бумага, она средней текучести. Вот, так что обратите на это внимание. В данный момент уже лучше смотреть, чем объяснять, так будет даже более понятно. В тех местах, где мы работаем близко к цветкам или заполняем пространство данным оттенком между цветками, тут уже лучше иметь на кисти влаги поменьше. Излишки влаги мы всегда можем снять с кисти, проведя ею о салфетку или о кусок рисовой бумаги, то есть о то, что хорошо впитывает в себя влагу. Делаем несколько листы мы у цикламена рисуем внизу, там, где начинает произрастание цветок, то есть под ним. Теперь мы работаем цветом, который называется китайский зеленый или же опал грин, достаточно светлым его оттенком. У этого цвета есть несколько оттенков. Этот цвет не любит обилие влаги, поэтому не смешивайте, не используйте большое количество влаги, когда им работаете. И в данный момент мы работаем малой, тонкой, жесткой кистью, потому что рисуем очень достаточно малые, тонкие линии. Мы рисуем прожилки на листьях. Для этого мы рисуем одну центральную прожилку, и затем уже от этой центральной прожилки мы выводим боковые прожилки. Можно использовать и не этот цвет, китайский зеленый опал грин, если его у вас нету, можно использовать белый цвет, то есть белила. Тоже будет в данном случае хорошо смотреться. И теперь, после того, как мы нарисовали прожилки, мы все-таки берем уже немного побольше влаги на кисти, чтобы точка, которую мы ставим, хорошо сама расползалась в стороны и органично вписалась в предыдущий слой краски. Точки мы ставим достаточно рандомно и разные по размеру, маленькие, средние, большие. И получаем такой достаточно красивый узор. То же самое, вот этот же метод можно использовать, когда вы рисуете цветок бегония. Тоже работает очень красиво. Как я сказала, если нету цвета опал грин, то можно использовать белый цвет. И тем же цветом опал грин мы наверху, где мы оставили пробелы между точками на цветке, мы теперь оставляем уже точки этим цветом. Очень похоже на шапку индейца, между прочим. И это последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь, не пропустите следующие весенние зарисовки.